дали. В самом начале российского вторжения в Украину в 2022 году большая часть Мариуполя оказалась разрушена. Погибли тысячи человек. В Human Rights Watch говорят, что не менее 8 тысяч. Украинские власти заявляли о как минимум 22 тысячах. Город за несколько месяцев боев превратился в руины. Мариуполь стал крупнейшим городом, который Россия захватила за 4 года полномасштабного вторжения. Его население до оккупации насчитывало 425 тысяч человек. Русские сюда пришли под благовидным, как им кажется, предлогом. Многие уехали, кто-то вернулся, кто-то никуда не уезжал и остался жить буквально на обломках прошлого. Гражданские обитатели Мариуполя готовят во дворе жилого дома могилы. Для российских властей Мариуполь стал едва ли не главным местом пропагандистских усилий в первые годы войны. Крупнейший захваченный город, который героически обороняли украинские военные, должен был стать витриной оккупации. Именно Мариуполь стал первым и единственным из оккупированных городов, куда показательно приехал Владимир Путин. Мариуполь известный, очень древний, можно сказать, русский город. Петр I там еще основал, как известно, свою первую военную флотилию. Это очень интересное место. Там есть над чем работать. Не может древний русский город, который Россия якобы пришла спасать, выглядеть вот так. Про него бесконечно снимали фильмы и репортажи сотрудники государственного телевидения. Сюда приезжали самые важные чиновники с обещаниями все восстановить. Теперь о том, как преображается Мариуполь. Он жив вопреки. Драматический театр Мариуполя, как птица Феникс, возрожденная из пепла. Мариуполь станет азовской жемчужиной не только ДНР, но и всей России. Освобожденный от украинских неонацистов Мариуполь быстро возвращается к нормальной жизни. Мариуполь – русский город, гордость и жемчужина ДНР. Получилось ли? В новом выпуске «Проект Детали» мы расскажем, как российские власти восстанавливают Мариуполь, что они обещали и что в итоге сделали после того, как разрушили целый город, захватили его ценой жизни тысяч человек. Что происходит с людьми, которые потеряли крышу над головой во время боев. В этом ролике мы расскажем, как на самом деле восстанавливается Мариуполь, а вы сами решите, успешно ли это делает Россия или нет. Но сначала важное объявление. Российские власти уже давно сделали невозможной журналистику, особенно расследовательскую, на территории страны. Сейчас они делают так, чтобы вы не могли смотреть, слушать и читать то, что считаете важным. Поэтому они блокируют соцсети и видеохостинги. И чтобы преодолеть этот занавес, очень важным становится несколько вещей. Во-первых, если вы смотрите этот ролик на YouTube, поставьте лайк, чтобы помочь его распространить. Если вы живете не на территории России, поделитесь им в соцсетях и становитесь спонсорами проекта. Во-вторых, подпишитесь на соцсети проекта и агентства по ссылкам в описании. Так вы сможете каждый день читать новости, которые не напишут в России. И в-третьих, на фоне новостей о блокировке Телеграма важно, чтобы вы подписались и на почтовую рассылку агентства и проекта. И как это сделать, вы тоже узнаете из описания к этому ролику. В 2022 году Владимир Зеленский говорил, что 95% строений в Мариуполе оказались повреждены в результате городских боев. Human Rights Watch в своем исследовании 2024 года подсчитала, что в центральных районах города повредили почти все многоэтажки и 54% частных домов. Масштабы разрушений легко оценить даже по кадрам, которые чуть ли не с гордостью публиковали российские пропагандисты. Для нас это война за выживание без каких-либо компромиссов. Хотя что может быть более отталкивающим от приближающихся российских танков, чем эти кадры из Мариуполя? 20 мая 2022 года Мариуполь пал. Последние защитники Азовстали сложили оружие. Российская власть захватила 400-тысячный город ценой его почти полного разрушения. Закономерный вопрос: что теперь с этим делать?
Сейчас Мариуполь, пожалуй, самая большая стройка страны. Количество строительных кранов, которые буквально нависают над городом, просто зашкаливает. В общем, Мариуполь должен был стать примером, ну или просто вывеской позитива во время войны. Над городом взяли так называемое шефство несколько российских регионов. Некоторые стали городами-побратимами Мариуполя. Петербург, Тульская и Московская области и ряд других регионов вкладывают деньги из собственных бюджетов на восстановление захваченного города. Отдельная ирония в том, что городом-побратимом Мариуполя стал, среди прочих, и Грозный. Бойцы личной армии Рамзана Кадырова именно здесь получили пренебрежительное название «ТикТок-войска» за то, что, оставаясь в тылу, снимали огромное количество роликов из захваченных районов. Это операция по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. В этих видео отметились многие приближенные Кадырова, и не просто так. Одно из городообразующих предприятий Мариуполя, завод имени Ильича, в итоге достался связанным с Кадыровым людям. Просто, знаете, среди даже мариупольцев вот так говорят, что вот, мол, ахматовцы захватили завод. Да, ахматовцы захватили завод для того, чтобы сохранить его для этого же города. Видимо, это оплата военных и строительных услуг. Известно, что Грозный и фонд Ахмата Кадырова восстановили в Мариуполе мечеть и православный храм. О других конкретных проектах чеченских властей в Мариуполе доподлинно неизвестно. Здравствуйте! Приехали, тоже привезли продукты. Желаем жителям мирного неба над головой. Так или иначе, в Мариуполь потекли деньги на восстановление со всей страны. Сколько точно Россия в него уже вложила и сколько еще собирается вложить, неизвестно, но речь идет о сотнях миллиардов рублей. Газета «Нью-Йорк Таймс» в ноябре 2025 года писала, что в будущем власти выделят 316 миллиардов рублей вдобавок к уже потраченным. А сколько потратили до этого, неизвестно. Но важно то, что к этому времени Мариуполь уже должны были полностью восстановить. Ответственным за восстановление Мариуполя стал главный строитель России, вице-премьер Марат Хуснуллин. В июле 2022 года он презентовал Путину мастер-план города и пообещал, что отстроит его за 3 года. Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение 3 лет мы можем полностью город восстановить. То есть Мариуполь должны были восстановить еще к прошлому лету. Хуснуллин, как главный ответственный, много раз бывал в городе и постоянно отчитывался о ходе работ. За последние 3,5 года он побывал там аж 29 раз. Но реально оценить, насколько он справился с задачей, довольно непросто. Вице-премьер на встрече с Путиным оговаривается, что восстанавливать город будут по некому плану, который он показал президенту. Я хотел вам предложить вот эту концепцию мастер-плана развития города Мариуполя. Это здесь выжимка. На самом деле это уже на 100 страницах прописано такой труд, где мы очень подробно расписали, как будем по годам восстанавливать Мариуполь. Но полностью этот 100-страничный план так и не был опубликован. Есть лишь небольшая часть с центральной частью Мариуполя. Этот фрагмент плана предполагает, что решение о восстановлении значительной части города примут только после некоего конкурса. Будут ремонтировать или нет, непонятно. Ну то есть их вообще можно просто снести, и, видимо, это тоже будет считаться мероприятием по восстановлению. Вообще-то очень хитрый план, который мог бы существенно сократить объем работ. Проще же снести полгорода, вместо того, чтобы все восстанавливать. Но это допущение. А что на самом деле? С помощью команды «Вертикаль-52», которая специализируется на анализе спутниковых данных, мы вычислили, сколько зданий в центре Мариуполя восстановили за 3 года. Для этого мы взяли снимки апреля 2022 и августа 2025. Это последние доступные нам и пригодные для сравнения снимки. Для этих снимков коллеги из «Вертикали-52» сделали модель, которая определяет, разрушено здание или нет, а затем проверяет, как структура здания, например, крыша или часть фасада, изменилась в 2025 году, то есть восстановили дом или нет. Модель предполагает незначительные ошибки, но для общей оценки восстановления центра города они допустимы. Подробную методологию читайте на сайте проекта. Вдобавок, в итоговое число восстановленных строений попали и те, что не были разрушены или были разрушены незначительно. Это очень редкие случаи, Мариуполь сильно пострадал во время боев, но, грубо говоря, такие случаи засчитываются Хуснуллину. Главный результат нашего исследования: власти не успели в срок восстановить треть центра Мариуполя. Всего в наш анализ попали 5190 зданий. На территории исторического центра и даже немного за его пределами восстановлено лишь 66% зданий. Красным выделены разрушенные дома, зеленым — восстановленные.
Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение 3 лет мы можем полностью город восстановить. Не восстановили. Если мы еще раз взглянем на мастер-план и сравним его с результатами нашего анализа, то обнаружим вот что. Значительная часть домов, которые на плане отмечены белым, то есть те, по которым не было решения по восстановлению, так и не были отремонтированы. Многие эти дома, по большому счету, снесены. На спутниковых снимках на их месте либо пустырь, либо отчетливо видны оставшиеся стены. Убрали только строительный мусор и прямые последствия разрушений. А где-то до сих пор не убрали и его. Вот пересечение улиц Харлампиевской и Метрополитской, самый центр Мариуполя, буквально в километре от драмтеатра. На наших снимках мы видим перекресток с разрушенными домами. На мастер-плане видно, что по этим строениям решение должно приниматься после конкурса. А вот видео с этого перекрестка. Эти кадры, судя по всему, достаточно свежие. Блогер Walk and Talk выложил их в ВК пару месяцев назад. Дома на переулке не просто остаются разрушенными. Вокруг валяется строительный мусор, камни. Никто не собрал обломки здания, которые валяются кругом. Или вот соседний переулок Харлампиевской и Николаевской улиц. Та же картина. До сих пор лежат обломки, которые никто не убрал. Как будто бои здесь закончились позавчера. И это не просто какие-то хибары на окраинах. Люди, выложившие архивные фото этих зданий, пишут, что это исторические постройки конца 19-го, начала 20 веков. Вот, например, хоральная синагога. В 90-х там был детский сад, а до войны, судя по описанию в Гугле, в здании располагалась церковь адвентистов седьмого дня. Вот эти дома даже постарше, чем бывшая синагога. Судя по всему, часть из них была жилая, часть нет, но сейчас там явно никто не живет. И так сейчас выглядит треть центра Мариуполя. Восстановлены, как показал наш анализ, фасадные исторические дома вокруг драмтеатра и здания на главной улице города, проспекте Ленина. 2 года назад дома исторического квартала начали полностью восстанавливать. Согласились на это по просьбам местных жителей и ради сохранения истории Мариуполя. 2 дома со шпилями – достопримечательности приморского города. В 2025 году российские власти отчитались о восстановлении драмтеатра. Это немыслимо короткие сроки, в которые можно уложиться, лишь работая сутками. Так и было. Стройка все это время не умолкала ни на минуту. За 3 года до этого, во время боев за город, российские самолеты сбросили на драмтеатр авиабомбу. В здании укрывались сотни мирных жителей, а спутниковый снимок разрушенного театра с надписью «Дети» – один из главных символов первых месяцев войны. Очевидно, что и сам драмтеатр, и застройка вокруг него – одно из главных мест города, куда российские власти вкладывают больше усилий по восстановлению. Но это выглядит потемкинской деревней, потому что за фасадами центральной части скрываются снесенные и разрушенные дома. На проанализированных нами снимках видно, что это, по большей части, либо частные дома, либо небольшие исторические здания, как мы видели на кадрах блогера. И это подтверждается официальными документами оккупационной администрации. Всего, по ее данным, во всем городе во время боев оказались разрушены или повреждены 33,5 тысячи частных домов. К осени 2024-го успели восстановить лишь 7,5%, более 2,5 тысяч. Издание «Бумага» обратило внимание на официальный документ администрации города и рассчитало, что при текущих темпах Мариуполь полностью смогут восстановить лишь через 18 лет. Журналисты провели исследование в 2025-м, когда Хуснуллин пообещал уже город восстановить. При этом половину из этих 2000 восстановили сами владельцы домов, как следует из документа. Другую половину восстановили городские структуры, РПЦ и даже добровольцы. А основные усилия российских властей направлены на восстановление многоэтажек. Согласно нашему анализу, процент восстановленных многоэтажек в центре города близок к 100%. И это видно на снимках невооруженным взглядом. Значительная часть многоквартирных домов находится к западу от драмтеатра, и они целые. Что, в общем, выглядит логично. В них можно расселить больше людей, оставшихся без жилья. А в Мариуполе их много. Украинские власти еще в 2022 году заявляли, что Мариуполь во время боев покинули 350 тысяч при довоенном населении в 450 тысяч человек. Но российские власти утверждают, что большинство вернулись. У нас по мастер-плану мы ожидаем, что в перспективе 2-3-летней город вырастет до 550 тысяч. И в сентябре 2025 года в городе, как говорил его нынешний глава Антон Кольцов, живет 330 тысяч человек. В будущем население должно увеличиться до 550 тысяч. Соответственно, российская власть должна была не просто отремонтировать весь город, чтобы расселить уже живущих там людей, а построить еще больше квадратных метров, чем было до войны. Сейчас мы видим, что люди возвращаются, детей становится больше, поэтому мы уверены, что мы обеспечим всех желающих.
Марат Хуснуллин уже в этом 2026 году отчитывался о 7600 восстановленных многоэтажек, причем не только в Мариуполе, но и в других оккупированных регионах. А в Мариуполе строители добавили еще 2 пункта в списке выполненных работ. На Левобережье в микрорайоне Восточный восстановлены многоэтажки. Но тут есть одна важная деталь. Восстановить надо было далеко не все. Видите этот пустырь? На нашей карте он не отмечен ни как разрушенный дом, ни как восстановленный. Но при этом до войны здесь, на улице Металлургов, стоял дом 47, типовая панельная девятиэтажка. Сейчас этого дома просто нет. Дом, где жила Мария с детьми, восстановлению не подлежал. Его снесли до основания. И таких пустырей по Мариуполю сотни. В июле 2022 года Государственный комитет обороны ДНР постановил создать комиссии по вопросам сноса зданий, пострадавших во время боевых действий. Эта комиссия исследовала мариупольские здания и выясняла, какие нужно просто снести и построить заново, а какие можно отремонтировать. Дом 47 на улице Металлургов в самом центре города решили снести. Аналогичные решения комиссии вынесли в отношении 527 зданий по всему городу. Школы, магазины, детские сады и обычные жилые многоэтажки. Последних в списке оказалось 447, и одна из них стояла на улице Металлургов. А теперь вопрос. Сколько новых многоэтажных домов построили российские власти взамен тех 447? Ответ – не больше 75. То есть лишь 16% от числа снесенных домов. Можно предположить, что новые дома побольше и повыше, но явно не настолько, чтобы расселить всех людей, чьи дома были снесены. Марат Хуснуллин еще с осени 2022 года начал раздавать ключи от новых квартир людям, которые из-за войны лишились своего жилья. Конкретно этот ЖК «Невский» строило Министерство обороны. Квартиры в первых 3 домах выдали 9 сентября 2022 года, о чем сам Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале. Через 2,5 недели после первого сообщения он приехал в Мариуполь лично и повторно сообщил, что в этом ЖК выдали первые квартиры. Теперь со своей фотографией на фоне новых домов и счастливых мариупольцев. А в марте 2023 года в этот же ЖК он привез Владимира Путина. Ну, или Путин привез Хуснуллина. А вот прямо перед нами, Владимирович, это школа с бассейном. Вот это? Да, вот прямо перед нами огромная, вот там в проеме. Мы дальше едем. Вот мы сейчас вот так за ними остановимся. При этом пропаганда не говорит, где построили ЖК «Невский». Это, по сути, пригород. Микрорайон возвели в чистом поле. Формально это еще территория города, но фактически, посудите сами, взглянув на карту. Мы собрали лучших заказчиков со всей страны. Технологии какие? Современные технологии. Посмотрите, дома какого качества. Тут любой дом, любая квартира, любой дом очень хорошего качества. В общем, ЖК «Невский», первый из построенных новых домов Мариуполя, долго оставался героем официальных отчетов и сюжетов гостелевидения. Первые семьи получают ключи от квартир в новостройках Мариуполя. Микрорайон Невский. Еще 3 месяца назад на этом месте был пустырь. Кроме него, Путину показали филармонию, где он протестировал кресла. Впрочем, само здание, судя по спутниковым снимкам, не сильно пострадало во время боев. Во всяком случае, на них видно, что оно не обрушилось. То есть восстановить его было проще, чем, скажем, драмтеатр. Его отреставрировали лишь в 2025 году. Знаковое событие в Мариуполе. Там открыли драматический театр, восстановленный из руин. Но вернемся к строительству новых домов. 75 новых зданий, по данным российских властей, это сумма многоквартирных домов, построенных по всем оккупированным регионам с 2022 года. Ранее власти отчитывались о почти 70 построенных в Мариуполе. И ЖК «Невский» — это не одна многоэтажка, а 12. И таких ЖК в городе несколько, например, «Изумрудный», который Хуснуллин сдал в 2023 году. Его построили прямо напротив Невского, он выглядит не так помпезно, как ЖК, который презентовали Путину, да и вид из него открывается специфический, прямо на свалку. Еще один ЖК на Иртышской улице, он уже в черте города, ближе к морю, но тоже построен на пустыре, где ничего до этого не было. И это в совокупности 30 домов из 75, которые построили российские власти с 22 года. Готовы они были уже в 23-м, то есть за год. Кроме этих домов, в городе ведется активная коммерческая застройка. 84 ЖК строятся на продажу, и строятся они
на месте многоэтажек, которые снесли. Вот, например, на месте дома 70Б по улице Строителей уже стоит новенький ЖК «Резиденция-2». А на месте дома 121А по улице Металлургов уже вовсю сдается ЖК «Ленинградский квартал». Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на новый жилой комплекс «Ленинградский», который расположился в центре города по проспекту Металлургов. Перед нами первый дом, в который уже были заселены жильцы. Во дворе современная детская площадка, очень чисто, зеленые газоны, несмотря на то, что на улице глубокая осень. И лишь небольшая часть квартир на продажу может стать так называемым компенсационным жильем. То есть сюда теоретически, конечно, могут въехать люди, которые жили в снесенных на этом месте домах. Но таких квартир не более 10% на новый дом. По крайней мере, так обещали жителям квартир, на месте которых стоит Ленинградский квартал. Но эти жители не получают и своих 10%. И вот уже третий Новый год мы встречаем не в обещанных собственных квартирах, а в чужих съемных. Это видеообращение записано в январе 26 года, то есть спустя год после того, как город должен был быть уже полностью восстановлен. И это явно не единственный случай, учитывая то, сколько домов власти снесли, а сколько построили новых. К слову, непонятно, когда Марат Хуснулли называет общее число построенных многоэтажек, учитывает ли он в общем количестве те, что строятся под ипотеку, или не учитывает. Сейчас в Мариуполе сданы 17 домов, в которых квартиры продаются, а не выдаются бесплатно. Строится еще 67. Где живут люди, чьи дома снесли? Кому-то все же выдаются квартиры в домах, построенных с нуля, например, в ЖК «Невский», который открывал Путин. Но таких домов, как мы понимаем, немного. Остальных расселили по так называемым бесхозам, уцелевшим квартирам и домам украинцев, которые уехали из Мариуполя и не регистрировали собственность в российской юрисдикции. Но кто-то из них возвращается в город, а кто-то удаленно пытается хотя бы продать свое жилье. И люди, которых сюда подселяют, остаются в итоге без крыши над головой. А у вас сгорела квартира, да? Ну, у меня все сгорело, у меня ничего... То, что я вынесла, осталось, уцелело. Ну, а скажите, у вас перспективы какие? Когда вас... Не дают. Сейчас, по-моему, 3 года живу. Вдобавок, те, у кого квартира в снесенном доме была не единственной или у кого есть доля в другой квартире, не считаются людьми, которым положена компенсация или новая квартира. В центре города, который мы анализировали с самого начала, снесли десятки многоквартирных домов. Один из них — дом 47 на улице Металлургов, который мы уже упоминали. Жители этого дома — одни из немногих, кто подал массовый иск к администрации города и Госкомитету по обороне. Напомню, что именно комиссия при этом комитете принимает решение о сносе того или иного здания. Около 60 человек, у которых в доме на Металлургов 47 были квартиры, пытаются отсудить себе компенсацию. Суд не встал на сторону жильцов, но из решений нескольких инстанций по их делу можно понять, как устроен процесс компенсации утерянного жилья. Во-первых, здесь четко прописано, что те, у кого есть практически любая другая собственность, хоть доля в квартире родственников, хоть что-то еще, жилья не получат. Это постановление правительства ДНР. Во-вторых, в решении суда опубликована информация о том, сколько можно получить денег за потерянное жилье. Условно, квартиры не построили, но можно взять деньгами и купить что-то в новом доме. И итоговая компенсация будет исчисляться по стоимости квадратного метра в 45 тысяч рублей. Это верхний предел. Изначально эта сумма составляла вообще 35 тысяч рублей. До текущего уровня ее подняли лишь в 2024 году. Но даже с учетом повышения, это просто копейки даже по меркам Мариуполя, не говоря о более спокойных городах. Если зайти на сайт Авито, где уже выставлены на продажу многие квартиры в новых домах города, то самые дешевые варианты будут начинаться от 55-65 тысяч рублей за квадратный метр. И это квартиры без ремонта. Квадратный метр в меблированных и отремонтированных стоит от 100 тысяч и выше. То есть на деньги, полученные в качестве компенсации, невозможно приобрести жилье, сопоставимое утерянному. Если у вас была 60-метровая квартира недалеко от центра, то, скорее всего, на компенсацию вы сможете себе позволить что-то в 2 раза меньше, так как квадратный метр стоит в 2 раза больше, чем рассчитано правительством ДНР. А на компенсацию за ремонт своего жилья, пострадавшего во время боев, можно получить целых 7 тысяч рублей за квадратный метр. При этом, по словам одного из истцов, с которым нам удалось поговорить анонимно, их дом 47 на улице Металлургов особо не пострадал во время боев. В
частности, в его квартире не выбило окна, и вплоть до сноса многоэтажки он проживал там. После обещания властей выделить компенсационное жилье, истец особо не спорил по поводу сноса. Благо было где подождать, пока построит новое жилье на месте старого. Но в итоге он лишился квартиры и теперь пытается вернуть хоть что-то. Кстати, а что построят на месте дома 47 по улице Металлургов, чьи жильцы дошли до суда с требованием справедливой компенсации? На сайте Дом.РФ, где публикуется информация о строительстве новых ЖК под ипотеку, нет проектов по этому адресу. Нет информации и в заявлениях властей Мариуполя. Есть только новость о начале какой-то стройки на сайте Донецкой комсомольской правды. Но в решении суда есть информация и об этом. Там сказано, что земля на месте снесенной девятиэтажки передана под новый инвестиционный проект. Землю выделили в аренду компании специализированный застройщик РКС Девелопмент. Что же это за компания? Это дочернее предприятие фирмы РКС НР, генподрядчика, который создан Минстроем и занимается строительством на всех оккупированных территориях. Возглавляет РКС НР некий Ильдар Шарипов. С наступающим Новым годом! Ранее он работал в крупных московских девелоперских компаниях и в Москапстрое. Это технический заказчик московского стройкомплекса, который много лет возглавлял Марат Хуснуллин. Теперь Хуснуллин ответственный за стройку в Мариуполе, и здесь же работает Ильдар Шарипов. Вряд ли будет преувеличением сказать, что эти двое как-то связаны, тем более что разные СМИ прямо называют Шарипова ставленником Хуснуллина и министра строительства Ирека Файзуллина. Спецзастройщик РКС Девелопмент, ко всему прочему, уже построил один большой проект в самом центре Мариуполя – жилой комплекс «Дом с часами». До войны здесь был известный в городе дом с часами 50-х годов постройки. Его снесли, и на месте снесенного вырос новый дом с часами на 2 этажа выше. Вот эта часть здания снесена. Вот это проспект Металлургов, вон драмтеатр там. Теперь эта же фирма получила землю, на которой вырастет девятиэтажка, инвестиционный проект «Новое время-2». То есть жилье в этом доме, скорее всего, будет продаваться, а не выдаваться людям, жившим на этом месте до прихода российской армии. В итоге можно сделать несколько выводов спустя 3,5 года с того момента, как российские войска захватили Мариуполь, а власти пообещали его восстановить. Обещание они свое не сдержали, только в историческом центре города треть зданий остается невосстановленной. И чем больше проходит времени, тем больше кажется, что российские власти как будто бы теряют интерес к восстановлению Мариуполя. Тот же Хуснуллин существенно сократил число поездок в город, а в его канале Мариуполь и восстановление стали гораздо реже упоминаться. В 2025 году главный строитель России, пообещавший за 3 года восстановить Мариуполь, как кажется, должен был постоянно туда ездить и принимать работу, контролировать, что она завершится в срок. Но получилось наоборот. В прошлом году он побывал в Мариуполе столько же раз, сколько за полгода в 2022-м. В 2023 и 2024 годах он был здесь гораздо чаще, чем в 2025-м. К тому же, чем больше проходит времени, тем больше недовольных в самом Мариуполе. Очевидно, что власти не просто не уложились в собственные сроки восстановления города, так еще и не сумели обеспечить людей необходимым объемом жилья. Отсюда протесты. Да, небольшие, но для оккупированного города, где люди проходили через фильтрационные лагеря, это уже событие. Мы ждали Россию, мечтали о ней, но нас обманули. Пришла ДНР. Все, что имели, сгорело дотла, а вместо квартиры теперь конура. Отказали в выделении компенсационного жилья, вынудили обратиться в суд. Но после того, как мы выиграли суд, администрация не предоставила нам равноценного жилья. Я и мои дети в настоящий момент бомжи. И при отсутствии строительства компенсационного жилья в Мариуполе возникает чувство брошенности и ненужности. Особенно больно и горько за лиц пожилого возраста и стариков. Строительство разбитых домов остановлено на разных этапах. 2-й год в городе стоят недострои. Полиция и мэр города дают нам отписки о том, что это наша проблема. Это количество не покрывает всех нуждающихся в жилье. Но тем не менее, строительство компенсационного жилья прекращено. На данный момент около 18 тысяч пострадавших жителей без жилья. Помогите получить новое жилье! Кто-то даже в открытую и персонально выкладывает видео, где высказывает недовольство действиями властей. А нам здесь нехорошо. И вы живете в какой-то другой параллельной реальности. Здесь вокруг меня разрушенные дома. За 4 года они не восстановлены.
Люди живут в полуразрушенном доме. Там 5 этажей из 9. И эти 4 не могут 4 года восстановить. Нет денег и дома нет. Куда все делось? Люди сидели без света вчера сутки, учитывая, что у них нет ни газа, ничего. Они только лишь обогреваются светом и готовят на электричестве. А вчера его не было. И люди вышли на улицу и грелись на улице. Здесь ничего не восстановлено. Кому здесь хорошо живется? Расскажите мне. Где хорошо живется? Святые вы люди, у которых телевизора вместо головы. Сказать нечего и пропаганде. В том же 2025 году, когда город должен был отмечать полное восстановление, на Первом канале вышел об этом сюжет на 1,5 минуты. И он явно не убеждает в том, что город полностью отремонтировали. Сейчас город переживает второе рождение. И вот фотографии, которые говорят сами за себя. Было и стало. 2022 год. Сильно поврежденный многоквартирный дом. И он же сейчас. Вот еще один дом и еще один. Все, что можно сохранить, приводят в порядок. Восстановлен, например, Мариупольский государственный университет. Также не узнать школы. Как говорят в мэрии, восстановлены почти все мосты и 120 километров дорог. Сюжеты, которые снимают пропагандисты на месте, только убеждают в том, что город далек от полного восстановления. Эти подъезды не придется демонтировать и отстраивать с нуля после сильного пожара. Бетон не утратил прочность, и стены можно просто зачистить и отштукатурить. Сегодня в работе все еще остаются 2 самых сложных дома. Завершить восстановление квартала планируют уже в 2027 году. Одним словом, российские власти явно недооценили сложность собственных обещаний. А так как в России тотальная цензура, рассказать об этом просто некому. А пропаганда неубедительно заметает следы невыполненных обещаний. И в этом смысле Мариуполь действительно стал витриной российского вторжения. Проект. Узнаете впервые.